Попросили у меня сделать сушилку для мяса. Ну, там, в принципе, можно и рыбу сушить. То есть разные варианты. Ну, я уже когда-то делал, у меня была. Вот сейчас тоже есть старый системный блок с компьютера. Идеально подходит, то есть все закрывается, открывается. Если кто-то будет делать, там, в принципе, каждый делает по-своему. Можно сделать обыкновенные коробки. Кому как больше понравится. Вот я беру системник. Если у кого-то есть системник, тут все просто. С него вытряхивается все. Вот задняя сторона, передняя сторона, это все убирается. Остается только вот крышка, вторая крышка и вот эта боковая крышка. Хорошо тем, что корпус особо не нужно заморачиваться. Будем только на торцы вентиляторы цеплять. И когда вам надо будет, то есть вы будете пользоваться, то открывается она легко. То есть если нужно что-то посмотреть, вот здесь одной рукой раз, и вот вы сняли. Вырезал две пластмасски, это АБС пластик, тоже что под рукой нашлось. Сделал по два отверстия, буду ставить по два вентилятора. Кто хочет, может ставить и три, кому, ну, как угодно. Оно, в принципе, работает даже с одним прекрасно. Ну, было под рукой два вентилятора и еще два, то есть 4. Поэтому все задействовал. Вентиляторы у меня попались, были горевшие LED лампочки 45-ваттные. Когда разобрал, внутри вот 12-вольтовые вентиляторы стояли. Ну, решил их использовать, чтобы не выбрасывать, подойдут. То есть, а раньше я делал такой же самый системник. Я брал обычные эти вентиляторы, которые на компьютере стояли. То есть в блоке питания стоит. И на самом же этом тоже стоит. Тоже подходит. Это уже на ваше усмотрение. Вот два отверстия сюда. И на второй торец еще два. То есть получается вот так. Будет два вентилятора стоять. Там и там. То есть 4 вентилятора всего. Значит, вентиляторы ставить будем. Два вдувают вовнутрь воздух и два вытягивают. Еще вот у меня такой прутик. Здесь вот отверстие есть с резьбой. Вот с второй стороны тоже. Я его буду вот здесь вот сверху потом закреплю вот так повыше. От края до краю. Чтобы можно было на него на крючок вешать, там что хотите. То есть то, что вы будете сушить, вялить, сушить. В общем, вот так вот. Ну, теперь буду собирать и потихоньку это все дело показывать. Тут, в принципе, ничего сложного нету. Блок питания нужно будет еще на 12 вольт подключить. В пластик буду прикручивать саморезами, чтобы долго там не запариваться. Кто хочет, делайте на гаечках, на болтиках, ну, у кого какая эстетика. Мне, в принципе, особо на не играть роли, потому что все равно где-то будет стоять в укромном месте и дуть. То есть вставляю вентилятор и вперед. Вот так вот выглядит. Остается обрезать болгаркой вот эти вот выступающие шурупы. И таким же образом делаем второй аналогично. Провода сделаны навстречу, тут рядышком друг с другом. И потом будет выходить один. Значит, вентиляторы соединяем параллельно. Получается, что у нас два штуки будут в одну сторону стоять, два в другую сторону. Вот так оно получается. То есть здесь они были с этой стороны проводки, я просверлил, вытянул на ту сторону. Теперь они будут стоять вот так, друг за другом. По поводу подсоединения. Значит, здесь плюс плюсом, минус минусом. Здесь тоже плюс плюсом, минус минусом. Соединяем все параллельно. Затем буду отсюда сюда, и отсюда сюда, и отсюда уже на блок питания. Прикрутил пластмассу с одной стороны, со второй стороны. Вот как оно получается. Вот вторая сторона. Провода я пропаял, заизолировал изолентой. С этой стороны тоже все подпаянное. Затем спустил их куда-то вниз. То есть они сверху вниз пошли. Вот. И здесь в уголке собрались. Значит, тоже подпаял здесь и сделал вывод наружу. Я предлагал фишку поставить, какой-нибудь разъем. Сказали, что не нужно. Сделать обычный вывод, два провода.
Там не знаю, какой блок питания будет использоваться. Ну, в общем, это все работает от 12 вольт. Сейчас, в принципе, я фишку эту срежу. Да, подключу, они должны все вертеться. Под рукой такая батарея нашлась. Вот они все стоят сейчас. Сейчас вот загудело. Вот они крутят. Шум не скажу, что сильно большой. Крутится. Так, этот дует у меня наружу, а этот вовнутрь. То есть у меня сюда воздух заходит, проходит и сюда выходит. Теперь следующее, что буду делать, берем, обклеиваем это все алюминиевой фольгой. Здесь закрываем, здесь боковины, все закрываем. Двухсторонняя лента. Сейчас все так по периметру клею. И потом снимаю и обклеиваю алюминиевой фольгой. Теперь снимаю прослойку. И остается липкая лента. Вот на нее будем клеить алюминий. Я раньше на обычный клеил, то есть намазываю клеем и потом фольгу. И тоже нормально держалось, без всяких проблем. Сейчас до края дойдет и обрезать надо. Это вот крышка, в общем, облепил я ее. Примерно так все клеится. Там кто хочет, клейте, кто не хочет, не клейте. То есть можно повесить, оно и так будет. Единственное, что здесь в корпусе много отверстий. Там вот оставались эти технологические, когда изготовлялся корпус. Ну, поэтому лучше обклеить. Вот так вот получилось изнутри. Вентиляторы открыты, остальное все фольгой. Сверху подвешиваем вот на эту палочку. Кто хочет, тросик натягивайте или там, не знаю, что угодно. Вот крышка. Крышку уже показывал, тоже с фольгой. Прислонили и защелкнули. Как на обычном. Никакие двери не надо делать, ничего. Вот так вот выглядит. Открыть надо, вот раз, потянули пальцем, раз, и открыто. Все заделано, все хорошо. Сейчас еще вентиляторы включу. Включил я блок. Вот они вращаются. Шума с них особо много нету. Не скажешь, что они громко шумят. Открываю. Вот это внутри. Внутри чуть погромче. Вот. В общем, вот такая вот конструкция. Кому видео было интересным, подписывайтесь. Буду еще выставлять интересные видео. Не забывайте лайкнуть. Сушим рыбку.